Ученые достигли квантовой телепортации, и, возможно, вы уже представляете, как в будущем сможете оказаться на пляже на Мальдивах всего за полсекунды, буквально переместившись от заснеженной деревни в Финляндии. Только представьте, сколько денег вы сможете сэкономить на авиабилетах. Возможность мгновенно путешествовать по миру придает удивительное ощущение свободы и комфорта. Но стоп. Не стоит забирать в воздух слишком далеко. На самом деле ученые смогли перенести лишь кусочек квантовой информации из одного квантового компьютера в другой, и расстояние между ними составило всего 2 метра. Это расстояние звучит совсем не впечатляюще, согласитесь. Тот кусочек информации перемещался так, будто расстояние не существовало вовсе. Понять, что произошло, не так легко, и это может показаться запутанным. Для этого мы воспользуемся самым мощным компьютером во Вселенной — вашим мозгом, который, как известно, способен обрабатывать невероятные объемы информации и создавать удивительные ассоциации. Таким образом, ученые из Оксфорда научились телепортировать квантовую информацию. Обычная информация состоит из битов, тогда как квантовая информация состоит из кубитов, и между ними есть существенная разница. Именно эта разница заставляет нас заглянуть глубже в мир квантовой информатики. Представьте себе небольшой переключатель. Когда он выключен, это значит 0. Когда он включен, это значит 1. Обычный компьютер работает с этой информацией и всегда обрабатывает данные в очень строгом формате. Кубиты же представляют как 0, так и 1 одновременно, что является основой квантового вычисления. То есть до тех пор, пока вы не посмотрите на переключатель и не сделаете замер. Вы не знаете, включен он или выключен, что раскрыло бы перед вами новые горизонты понимания. Это означает, что он находится в суперпозиции, и это одно из самых фееричных явлений квантовой механики. Лишь когда вы на него смотрите, он принимает одно из 2 состояний — 1 или 0. Таким образом, квантовый компьютер, в отличие от обычного, работает с кубитами, которые отображают суперпозицию. Это приводит к удивительным последствиям, позволяя выполнять множество задач одновременно. Пока вы не измеряете кубит, он находится во всех состояниях одновременно, но после измерения он же покажет 0 или 1. Эта уникальная особенность позволяет квантовым компьютерам выполнять несколько задач одновременно. В квантовом мире, если вы принимаете экзамен, вы не пишете по очереди каждую задачу. Вы решаете все задачи одновременно, используя свою ментальную силу и способности. Это первое, что нужно запомнить, чтобы понять квантовую телепортацию, суть которой заключается не в простых действиях, а в сложнейших взаимодействиях и особенностях квантовой механики. Второе важно понимать — это запутанность. Ученые берут 2 частицы и запутывают их. Это означает, что они теперь связаны на таком уровне, что изменения в состоянии одной из них мгновенно отразятся на другой. Если какое-то действие происходит с одной частицей, тогда и с другой произойдет то же самое действие. Для иллюстрации представьте, что у вас есть 2 ручки, одна синяя, другая красная. Вы помещаете каждую ручку в отдельную коробку, каждая из которых плотно закрыта. Это позволяет вам быть в неведении о содержимом коробок. Вы не знаете, в какой коробке какая ручка, потому что не можете видеть их под закрытой крышкой. Но вот в чем интрига. Ручка в одной из коробок может быть как красной, так и синей, как в случае с знаменитой кошкой Шрёдингера. Затем вы берете одну из коробок и уносите ее в джунгли Амазонки, а другая остается на своей месте. Вы также отправляете вторую коробку на вершину горы Эверест. Как только вы открываете коробку в джунглях и видите синюю ручку, становится очевидно, что ручка на Эвересте красная. Это магия. Вот что происходит с запутанными частицами. Например, если одна из частиц на одном конце галактики становится красной, то такая же параллельная частица на другом конце галактики мгновенно реагирует на изменения и становится синей, как будто никакого расстояния между ними не существует. Эти близнецы как бы чувствуют друг друга и реагируют мгновенно на изменения.
Это перенаправление квантового состояния от одной частицы к другой, и есть квантовая телепортация, способная изменить наш подход к информации. Но ученые давно знают об этом удивительном феномене. Как же они его используют сейчас? Они применили квантовую телепортацию, чтобы управлять суперкомпьютером, что является настоящим прорывом в научных исследованиях. Обычные компьютеры используют кабели, беспроводной Wi-Fi и локальные сети для обмена информацией, что создает привычную для нас сеть для передачи данных. Все эти вещи помогают осуществлять передачу данных от одного компьютера к другому на высокой скорости. Однако это не относится к телепортации. Каждый передаваемый бит информации имеет свою скорость, с которой он перемещается. Но теперь, благодаря этой квантовой технологии, ученые могут телепортировать информацию вместо ее передачи в привычном понимании. В данный момент квантовые компьютеры очень хрупкие и массивные. Любое неосторожное движение, и они могут сломаться, особенно если с ними обращаются неподобающим образом. Но с помощью квантовой телепортации их можно объединить в один мощный суперкомпьютер, даже если его части находятся на расстоянии друг от друга, что открывает новые горизонты для вычислительных технологий. Пока это расстояние составляет 2 метра, но ученые продолжают проводить эксперименты и расширяют свои горизонты. Хорошо, мы поняли основную концепцию. Две частицы реагируют друг на друга так, как будто расстояние не существует. Но что именно телепортируется в компьютере? Здесь нам придется немного напрячь наши мозги и погрузиться глубже в технические моменты. Итак, частица находится в суперпозиции, то есть она может быть во всех состояниях одновременно, пока вы на нее не посмотрите. Как та коробка с ручкой на Эвересте. И вот что делает ученый, чтобы продемонстрировать этот процесс. Представьте, что у вас есть частица света, фотон А. Это тот фотон, который вы хотите телепортировать, и именно на нем позже будут сосредоточены все ваши усилия. У вас еще есть фотоны Б и С, которые уже запутаны, и они играют ключевую роль в процессе. Фотон Б находится на первом компьютере, а фотон С расположен на втором компьютере. Вы помните, что фотоны реагируют друг на друга и являются основными игроками в этом процессе. То есть, если вы измеряете и смотрите на один фотон, то второй моментально это чувствует и принимает соответствующее состояние, проявляя свою истинную природу. Вы сейчас на них не смотрите. Просто запомните этот факт, так как он окажется решающим. Затем вы берете фотоны А и Б и заставляете их взаимодействовать друг с другом. Это может происходить, например, при помощи лазерного сверка, который фиксирует параметры взаимодействия. Вы измеряете это взаимодействие с помощью специального устройства, которое играет основную роль. После этого вы смотрите на фотон А, и он теряет свою суперпозицию, став транзитным объектом для телепортации. Магическая способность частицы исчезает. Затем вы отправляете информацию о взаимодействии фотонов А и Б на другой компьютер за считанные мгновения. Фотон С считывает эту информацию и принимает форму фотона А. Таким образом, исходный фотон А исчезает, а фотон С становится фотоном А, что подводит нас к сути телепортации, основанной на удивительных свойствах квантовых объектов. Хорошо, но как ученые делают частицы запутанными с минимальными затратами времени и усилий? Что значит заставить фотон А взаимодействовать с фотоном Б? Для этого они используют специальные кристаллы и сложные технологии. Со временем они создают интригующие новые прорывы. Для запутывания частиц применяется ряд методов, основанных на многих уникальных свойствах квантовой физики. Комплексные научные вещи также используются для создания взаимодействия между фотонами А и Б. Но давайте не перегружать наши умы этими деталями, так как многообразие методов требует обширного анализа. Время подвести итог и систематизировать информацию. Вот краткое пересказанное изложение произошедшего. Фотон А — это тот, который мы хотим телепортировать, и у него есть особые свойства, которые мы стремимся использовать.
Фотоны B и C заранее запутаны, что означает, что они находятся в состоянии взаимной зависимости. Они как близнецы, ожидающие своего часа. А и Б взаимодействуют друг с другом, что создает связь, необходимую для перехода. Мы считываем фотон А. Эта информация передается на фотон С. В результате этого изменения С становится копией А, и А исчезает. В 2002 году ученые смогли телепортировать лазерный луч, таким образом продемонстрировав великолепие и возможности квантовой механики. В 2006 году они телепортировали информацию от лазера в облако атомов, что уже звучит достаточно сложно. Не спрашивайте, как это было сделано, этот процесс требует значительной подготовки и анализа. В 2012 году они телепортировали фотон с одного конца города на другой, что стало экстраординарным шагом вперед. И теперь ученые смогли телепортировать квантовое состояние кубита между двумя компьютерами. Если эта технология продолжит развиваться, ученые смогут заменить детали в компьютерах без их разборки. Это откроет новые возможности, позволяя значительно сократить время и усилия на замену компонентов. Например, если в процессоре внутри квантового компьютера что-то сломано, вам не нужно разбирать весь компьютер, извлекать процессор и ставить новый, а затем вновь собирать его. Это значительно упростит обращение с высокими технологиями. Благодаря квантовой телепортации процессор может быть заменен мгновенно внутри компьютера, что может оказать значительное влияние на будущие вычислительные системы. Хорошо, это все звучит довольно сложно, но ключевой вопрос заключается в следующем. Смогут ли люди телепортироваться? Эта тема имеет множество сложностей. Люди гораздо сложнее, чем одна частица, поскольку каждый человек состоит из триллионов частиц, которые взаимодействуют и образуют сложные структуры. Кроме того, модель квантовой телепортации для человека выглядела бы следующим образом. Каждая частица внутри каждого атома в каждой молекуле вашего тела измеряется в альпах. Вся эта информация затем отправляется в пирамиды Гизы, создавая впечатляющий и пугающий процесс. И там на основе этой информации появляется ваша копия, а ваше тело в Альпах уничтожается, что заставляет задуматься о самой природе телепортации. Визуально это похоже на телепортацию, в которой вы исчезаете в одном месте, а ваша идентичная копия материализуется в другом, создавая захватывающий и одновременно пугающий эффект. Но этот момент с уничтожением вашего оригинала немного пугает, не так ли? Это заставляет нас задуматься о том, что происходит с нашей сущностью. Что насчет наших воспоминаний, реакций на определенные события, моделей мышления, чувств, нашего жизненного опыта? Это все также находится внутри субатомных частиц? Если посмотреть на себя через призму квантового мира, увидим ли мы только физическое тело? Что насчет нашего духовного мира? Возможно ли экстраполировать его на мир частиц, или это нечто совершенно другое? В этом случае телепортация с уничтожением и появлением копии в другом месте не сработает. Да, другой вы может телепортироваться на другое место, но будет ли это настоящим вами? И где гарантия, что после телепортации какая-то часть вас не потеряется? Эти вопросы ставят под сомнение саму концепцию телепортации. Что если вы потеряете кусочек себя снова во время дальнейшей телепортации? Я бы сказал, что на данный момент поезда и самолеты выглядят гораздо безопаснее, и это заставляет нас задумываться о том, насколько далеки мы от настоящего понимания телепортации. Вот и все на сегодня. Так что если вы удовлетворили свое любопытство, ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Мы надеемся, что это обсуждение открыло для вас новые горизонты и вдохновило на дальнейшие размышления о квантовых технологиях и их возможных последствиях в будущем.